Если вы задаетесь вопросом, где классно отдохнуть на новогодние праздники, то я открою для вас абсолютно новое направление, о котором пока мало кто знает, а зря. Только представьте себе, что цены на апартаменты начинаются от 20 евро, 20 карл, а термальные источники и вовсе бесплатно. Температура воздуха примерно плюс 15 днем, а древние города можно увидеть без толпы туристов. А в современных вас ждут куча веселых баров и удивительных арт-объектов. И все это Албания. Every poison you can think of, and I'm underneath the streetlight with the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Привет, я Полина Щербакова, и я путешественник со стажем. Я показываю всю правду о разных городах и странах, а все самое экстремальное я всегда пробую на себе. Поэтому никаких скучных экскурсий, только самое интересное, только хардкор. И если ты любишь путешествия так, как люблю их я, то подписывайся на канал и будем покорять этот мир вместе. Мы уже были в Албании в разгар летнего сезона, об этом есть ролик на моем канале, если интересно, можете посмотреть. Албания развивается бешеными темпами, причем развитие побережья тянет за собой и развитие городов. И первый я покажу, как преобразилась столица Албании Тирана, где небоскребы растут как грибы после дождя, а вместе с ними растет экономика и приток туристов. Сейчас я нахожусь на главной площади Скандербега. Блин, почему опять Скандербега? А сейчас я нахожусь на главной площади Скандербега. И прямо за мной этот самый Скандербег. А как вы думаете, кто здесь стоял раньше вместо Скандербега? Правильно, Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, а чтобы понять, откуда же тут появился вождь из Советского Союза, предлагаю немного разобраться в современной истории Албании. В 1944 году албанские партизаны, возглавляемые Энвером Ходжой, освободили страну от немецкой оккупации. Коммунистическая партия Албании, созданная в 1941, быстро укрепила свое влияние. В 1946 году была провозглашена Народная Республика Албания, а Ходжа стал ее лидером. Страна стала однопартийным государством с жестким контролем над всеми сферами жизни. В 1948 году Албания порвала отношения с Югославией Тита по идеологическим соображениям. Ходжа обвинил Тита в ревизионизме. Албания стала близким союзником Сталина, получая экономическую и военную помощь. Однако после смерти Сталина в 1953 году отношения с СССР ухудшились из-за десталинизации, проводимой Хрущевым. В 1961 году Албания порвала отношения с Советским Союзом и переориентировалась на Китай, который поддерживал ее в экономическом и идеологическом плане. В 1967-м Ходжа объявил Албанию первым атеистическим государством в мире. Все религиозные сооружения были закрыты, а практика религии запрещена под страхом тюремного заключения. Но уже в 1978 году Ходжа вслед за Тита обвинил в ревизионизме и Китай. Тогда Албания осталась практически в полной международной изоляции, полагаясь только на собственные силы. Энвер Ходжа создал вокруг себя культ личности. Его портреты висели повсюду, а его труды изучались в школах и университетах. Тысячи людей были репрессированы, казнены или отправлены в лагеря за антигосударственную деятельность. По разным оценкам, от 5 до 25 тысяч человек
стали жертвами политических репрессий. Государство контролировало все аспекты жизни от образования до культуры. Цензура была всеобъемлющей, а любое инакомыслие жестоко преследовалось. Энвер Ходжа умер в 1985 году, а в начале 90-х вслед за Восточной Европой начались массовые протесты. И в 1992 году режим окончательно пал. Но, как говорится, нет худа без добра. Во время правления Хаджи Албании удалось добиться существенных успехов в ликвидации безграмотности и развитии системы здравоохранения, а также устранения религиозной фанатичности, что стало прочным фундаментом к ее сегодняшнему развитию. Итак, вернемся к нашим, как говорится, баранам на площадь Скандербега в Тиране. Здесь вы увидите Национальный исторический музей, оперный театр, а также старинную мечеть Эфем Бей. В 2010 году площадь претерпела значительную реконструкцию, превратившись в пешеходную зону, вымощенную камнем из разных регионов Албании, что символизирует единство страны. Впечатляет, как албанцам удается превращать различные сооружения Энвера Ходжи в арт-объекты. Взять, к примеру, мавзолей Энвера Ходжи. На самом деле это был не мавзолей, а просто музей. И после падения коммунистического режима какое-то время тут был ночной клуб. Потом здание вовсе стояло заброшенным. А сейчас его отремонтировали и превратили в арт-объект. Но, честно говоря, до конца концепция этого арт-объекта мне непонятна. Тут есть школы, магазинчики, офисы. Как-то так. Сомнительно, ну окей. Чтобы на пирамиду можно было залезть, тут сделали лесенки. Ничего особо интересного наверху нет, но зато бесплатно. Еще один характерный пример трансформации утопии в жизнь – это арт-объекты из бывших бункеров. Энвер Ходжа был известен своей паранойей и страхом перед внешними угрозами. Одним из наиболее ярких проявлений этой паранойи стало строительство тысяч бункеров по всей стране. Эти бункеры были предназначены для защиты от потенциальных вторжений и ядерных атак. Самый известный из них находится здесь, в центре Тираны, и называется Бункар-2. Это пятиэтажное подземное сооружение, построенное для защиты правительства на случай ядерной войны. Здесь, видимо, какой-то вход в бункер, блин, выглядит достаточно страшно этот вход. Надеюсь, эти двери за мной не закроются, потому что у меня немного клаустрофобия, я это чуть-чуть боюсь. Так, а здесь сразу можно, слава богу, отсюда выйти и побыстрее. Быстрее. Уф. Политические репрессии, изоляция страны от внешнего мира, цензура, пропаганда, трудовые лагеря, тайная полиция Сигурини. Бункар-2 – это уникальная возможность погрузиться в атмосферу холодной войны и увидеть все прелести албанской диктатуры, одной из самых жестких диктатур на планете. Этот бункер строили, чтобы спастись от войны, но настоящая война была не снаружи, а внутри, в головах людей, которые боялись даже шепнуть правду. Знаю, что многих волнует вопрос про питание. Так вот, в Тиране рестораны практически на каждом углу. Можно найти любую кухню, французскую, итальянскую, можно найти фастфуд, все что угодно. Я решила попробовать албанскую кухню и заказала горшочек. Сейчас будем пробовать.
Ну, кстати, вполне достойно. Еще одно знаковое сооружение на площади. Часовая башня, страшная башня османского периода. С высоты этой башни оповещали о казни или о начале кровной мести. Звонили в колокол, если в городе происходило убийство. И это было призывом родственников выходить на кровную месть по кануну. Канун – это традиционный свод правил, который регулировал жизнь горных племен на протяжении веков. Одно из самых известных и спорных правил – убийство члена семьи обязывает родственников мстить. Месть может длиться поколениями, пока не будет достигнуто примирение. В современной Албании кровная месть официально запрещена, но в некоторых горных регионах ее традиции все еще сохраняются. По данным правозащитных организаций, с 1991 года из-за мести погибли тысячи албанцев. Известны случаи, когда семьи годами жили в изоляции, боясь выходить на улицу из-за угрозы мести. Часы регулировали жизнь города, но также отсчитывали сроки мести. Тирану есть за что похвалить. Она становится все более современной и красивой. Здесь определенно есть что посмотреть и чему удивиться. Обветшалые дома и лачуги стремительно вытесняются сверкающими небоскребами. Но есть одно такое большое «но». И это дорожная инфраструктура и парковки, которых просто нет. В часы пик тут жуткие пробки, а движение хаотичное, как где-нибудь в Индии. Товарищи градостроители, можно же что-то с этим сделать. Можно. А зачем? И что еще меня довольно сильно покоробило, так это строительство новых домов окно в окно. Вот, к примеру, наш апартамент, который мы арендовали за его вид из окна. Вид действительно хороший, но так выглядит вид из окна другой комнаты. И, судя по стройке внизу, так будет выглядеть и этот. Ну, как такое вообще допустимо? Если вдруг захотите инвестировать в жилье в Албании, обязательно учитывайте этот момент. Отдохнуть от суеты города можно в большом зеленом парке с большим озером, с большими утками, с оригинальным названием «Большой парк». Парк действительно большой и ухоженный. Вангую, что летом в жару вся Тирана тусуется именно здесь. Но меня тут впечатлило не благоустройство и даже не озеро, а вот эти монстры, которые тут гуляют. Честно, я никогда не встречала уток такого размера. Особенно вот этот экземпляр. Если знаете, кто это, пожалуйста, напишите в комментариях. Правда, очень интересно. Еще одно знаковое преображение – это радиобар. Нынче культовое место в Тиране, которое сочетает в себе ностальгию по коммунистическому прошлому и современную албанскую культуру. Бар в стиле ретро-радиостанции 50-х годов, где играет живая музыка, звучат старые албанские и международные хиты, а интерьер оформлен как студия радио. Бар находится в здании, где раньше располагалась государственная радиостанция, символ пропаганды коммунистического режима. Именно тут мы и закончим сегодняшний вечер, а уже завтра мы отправимся в самый древний город Албании, который расположен на побережье Адриатического моря в 36 километрах от Тираны. Но из-за пробок дорога займет не менее часа. Дуррес – это второй по величине и главный портовый город Албании. Дуррес – это город, который видел все. Римские легионы, османские завоевания, коммунистические бункеры и современные технологии. Здесь Албания начинается. Достопримечательностей тут сохранилось немного. Например, древнеримский амфитеатр Дурреса. Между прочим, 2 век до нашей эры, и это самый большой амфитеатр на Балканах. Когда-то он вмещал 20 тысяч зрителей, которые смотрели на гладиаторские бои. This city has swallowed empires.
еще Венецианская башня, построенная венецианцами для защиты от османов в 15 веке, но защититься не получилось. Османы начали проникать в Албанию еще в конце XIV века, захватив ключевые города и крепости. К середине 15 века большая часть Албании была под контролем Османской империи, но продолжала сопротивляться. Именно в это время и прославился албанский князь Скандербек, которого я уже показывала на центральной площади в Тиране. Его тактика партизанской войны и дипломатические союзы с Венецией, Неаполем и Папой Римским помогли Албании продержаться десятилетия. Дуррес был важным портом на Адриатике, контролируемой Венецианской республикой с 1392 года. Венеция укрепила город, построив мощную крепость, чтобы противостоять османской экспансии. Однако в 1501 году османы все же захватили Дуррес и вытеснили Венецию из Албании и Адриатического региона. Многие албанцы бежали в Италию, но большая часть жителей приняли ислам, чтобы избежать высоких налогов и дискриминации. В итоге Албания стала частью османской системы, но сохранила свой язык и традиции. А венецианская крепость в Дурресе стала символом албанского сопротивления. И, конечно же, главное в Дурресе – это набережная Адриатического моря, где можно гулять и встречать красивейшие закаты. А когда людей немного, все выглядит гораздо атмосфернее и масштабнее. Cameras blink like tired watchmen, stealing silence, same old war. Причем во время правления эмира Хаджи отдыхать на пляже мог только он. Простым смертным вход был запрещен. Вот так вот вроде живешь на море, а море тебе хрен. Но зато бункеров хватало абсолютно всем. Что бы вы выбрали, море или бункер? Пишите в комментариях. Ну, про бункеры я уже говорила. В Албании их много. В целом, Дуррес – это небольшой красивый прибрежный город, в котором приятно провести несколько дней. Зимой город не вымирает, как многие курорты, работают заведения и празднуются праздники. Кстати, как вы думаете, почему шоколадный Дед Мороз пустой изнутри? Сейчас покажу. А теперь идем спать, ведь завтра нас ждут великие дела. Еще один городок, который стоит посетить за его уникальность, находится всего в 100 километрах от Дурреса, куда мы сейчас и отправимся. Toz içinde çizmeler, demir çınlar her nefeste. Yerde gölgem kurşuni, adım attıkça büyür kefenim. Bakışlardaki ağır, kardeşlik çoktan yandı. Bir dua gibi tütüyor dudaklarda paslı sabır. Берат – один из самых красивых и древнейших городов Албании, известен как город тысячи окон. Город был основан около 2500 лет назад древними греками. Потом побывал в составе Римской империи, после был частью Византии. 2 века был захвачен болгарами, а после них сербами. Но наибольшее влияние на город, конечно же, оказала Османская империя. И одна из главных достопримечательностей той эпохи – это мост Горицы. Mabetlerin gölgesi uzuyor kılıç boyunda. Sekteye varmış toprak kalkanıyla Karakum'da. В XVIII веке султан приказал построить мост через реку Асум, но все время что-то шло не так, и мост рушился. И тогда главного мастера осенило, что лучшее, что можно сделать, это принести человеческую жертву, и закопал под мостом свою жену. И, что удивительно, все получилось. Мост стоит веками, но местные говорят, что ночью здесь можно услышать плач этой бедной женщины. Ужас. К
Все наслоение культурного наследия можно увидеть в крепости Пирата. Тут соседствуют византийские церкви и османские мечети, кафе и музеи, и даже до сих пор живет около 200 человек. Сердце города – это старый город или Монголем. Дома построены на горе амфитеатром, так что окна верхних этажей нависают над нижними. Это делалось для защиты от солнца и защиты от врагов. А еще окна считались глазами души. Чем больше окон, тем богаче и уважаемее семья. Благодаря хорошо сохранившейся османской архитектуре город входит в состав ЮНЕСКО, ну и выглядит вообще как живая открытка. А улочки тут порой такие узкие, что со встречным пешеходом не разменешься. В Берате можно остановиться и насладиться прогулками по истории, дыша чистым горным воздухом. Но... Ногам покоя не дает сегодня, вчера и завтра целый скучный год. Еще один древний и загадочный город Албании, который обязательно стоит посетить, это Гирокастра. Между прочим, тоже входит в состав ЮНЕСКО. А еще он примечателен тем, что именно здесь был рожден Энвер Ходжа. А сразу за мной это его бывший дом, на месте которого сейчас этнографический музей. Что характерно, отец Энвера был богатым торговцем, а потом сын стал коммунистом и раскулачил таких торговцев, как его отец. Вот такая история. Город основан в 8 веке, но его современный облик сформировался в османский период, в 15-19 веках. Дома в Гирокастре – это уникальные архитектурные памятники, построенные из местного известняка, который придает городу характерный серый оттенок. А крыши покрыты плоскими каменными плитами, которые создают впечатление, что город сливается с горным ландшафтом. Главная достопримечательность Гирокастры – это старый город с великолепными османскими зданиями и домами, которые теперь служат магазинами, ресторанами и отелями. На вершине холма над городом находится знаменитая крепость Гирокастры. Внутри крепости открыт музей, где выставлена военная амуниция разных эпох. Сохранились и тюремные камеры, которые использовались во время османского и коммунистического периодов. В центре города есть еще одно завораживающее место. Туннель «Ностальгия». Тут за 1 евро можно посмотреть всякие раритетные штуки за всю историю Албании, начиная от посуды и оружия до почему-то черепов несчастных животных. Tuneli lagësht po merr frym, topime nga dalë pa zhurmë. Туннель был построен на случай ядерной войны и возможных атак НАТО, а теперь тут музей и арт-объект. Хороший и интересный древний город Гирокастра. Но мы едем дальше и снова к морю. А до моря тут всего каких-то 54 километра по красивой дороге вдоль гор и каньонов. Вжух! И мы снова на море, в курортном городке Саранда. Это самый юг Албании, который омывается очень теплым Ионическим морем. На секундочку, сейчас 26 декабря. Очень теплое Ионическое море сейчас, конечно, не очень теплое, всего 18 градусов. Зато летом здесь просто толпа народу, а зимой свободные пляжи, красота, чистое море и свежий воздух. Просто рай для аутистов.
Но если ты отчаянный или у тебя есть гидрокостюм, то и 18 градусов подойдет. Ну или как-то так. Так, наш номер в Саранде за 40 евро. Не супер люкс, конечно, но достаточно просторно. Но главное в номере это, конечно же, вот это вот. По-моему, просто шикардос. Эх, жаль, что люди не летают. Это безумно I красиво. believe I can fly. I believe I can touch the sky. Саранда – древний город, но курортом стал относительно недавно. До падения режима город был закрыт для туристов, а всю инфраструктуру начали строить только с 2000-х годов и продолжают развивать. Основная достопримечательность Саранды – это набережная. Здесь есть разные водные экскурсии, можно даже на целый день уплыть на греческий остров Корфу. Несмотря на такую теплую погоду и солнце, здесь вовсю празднуют Рождество. Поэтому вечером тут тоже очень красиво и абсолютно не скучно. Я бы с удовольствием осталась тут еще на недельку, а то и на 2, но есть еще одно таинственное место, которое я хочу посетить и, конечно же, показать вам. В 100 километрах от Саранды, недалеко от города Пермети, в долине реки Лангарица находятся термальные источники Бенья. Road runs out where the maps go blank. Нам повезло, и мы попали сюда в момент реконструкции, поэтому сцены с купанием не будет. Но вода в реке действительно горячая, и тут очень красиво. Особую романтичность придает сохранившийся Османский мост 15 века. Без классных фоточек точно не останетесь. Clouds call low on the jagged spine. На этом про солнечную Албанию зимой у меня все. А если вы хотите узнать, как классно отдохнуть здесь летом, то кликайте на ролик слева, а ролик справа покажет вам о жизни в столице Болгарии. Следующее видео, как обычно, еще интереснее. Подписывайтесь на канал и увидимся. Terrorist tales like a giant's hand.